Всем привет! В этом ролике будет весь первый сезон «Бродячих псов» за 3 минуты и 30 секунд. Если вы не смотрели или не хотите спойлеров, тогда советую выключить это видео. Поехали! Никому не нужно мальчика-тигра по имени Ацуши, любящего рис с чаем, выгоняет из приюта, но он случайно встречает Дазая, своего будущего работодателя, который решил выпилить, утонув в реке. А вместе с ним был Куникида, идеалист, прагматик и просто хороший человек, который является напарником Дазая. Ацуши берут на работу в детективное агентство после того, как он проходит вступительный экзамен, полежав в обнимку с бомбой, доказав тем самым, что он или очень тупой, или очень благородный. Первый день своей работы он теряет свою ногу после встречи с Акутагавой, любимчиком Дазая, но нога, к счастью, отрастает, а после Ацуши узнает, что его хотят купить за 7 миллиардов йен. И поэтому портовая мафия занимается его поимкой. В итоге первого рабочего дня Ацуши решает уволиться и свалить куда подальше, потому что считает, что так будет лучше и что все проблемы из-за него. Но в итоге на агентство нападает портовая мафия, и он решает вернуться, но увидев, как агентство раскидало бедолаг, а также после фразы Куникиды о том, что он теперь в агентстве, Ацуши плачет от радости. После Ацуши знакомится с самым лучшим детективом по версии Forbes, Рампа, который, не обладая способностями, может раскрывать преступления с помощью феноменальной дедукции. Через некоторое время, когда Дазай объедается грибами, в агентство приходит поручение о без вести пропавших людях. Узнав информацию от хакера Рокуза о том, что за этим может стоять Лазурный Вестник, приспешник Лазурного Короля, который в прошлом совершал теракты в Йокогаме. Они спасают девушку Сасаки Нобука, которая в итоге и оказывается Лазурным Вестником, а король был ее возлюбленным. Она решила дискредитировать агентство, заложив бомбу в порту, но в итоге ее смогли обезвредить, а Дазай смог выявить личность Вестника и пригласил Куникиду. Но неожиданно появился Рокуза, взломавший почту Дазая. Сасаки успел его ранить, но на последнем издыхании Рокуза выстрелил в нее и погиб сам. Через некоторое время Дазай дает себя схватить, а Ацуши сталкивается в поезде с Кёкой, который мафия манипулирует в своих целях. Параллельно врач из агентства Акика расправилась с другими членами портовой мафии. Кёка была обвешана бомбой, а ее способность управляли по телефону. Но Ацуши решает спасти ее, вырвав бомбу и прыгнув вместе с ней в воду. Затем Ацуши берет Кёку под свою опеку, давая ей шанс, хотя Куникида предложил сдать ее в полицию. Тем временем в заключении Дазай встречает Акутагаву, которому говорит, что его новый напарник намного лучше него, надавив тем самым на больное. А после приходит Чуя, бывший напарник Дазая, который его освобождает, принуждая к спаррингу. В итоге Чуя приходится его отпустить, потому что Скумбрия его переиграла и уничтожила. Напоследок Чихуахуа сообщает, где находится информация о мальчике-тигре. Акутагава направился вернуть Кёку и заодно схватить Ацуши. Тигренок проигрывает и его увозят на корабле. Там он вынужден сражаться с Акутагавой, но в честном бою Акутагава ему проигрывает, из-за чего отправляется в кому, а мальчик-тигр сбегает с Кёкой. После Ацуши идет на задание вместе с Кенджи, который, будучи простым деревенским пареньком, очень вольно и добродушно ведет себя с другими людьми, что сильно пугает Ацуши, но Кен оказывается очень сильным и спокойно справляется с бандой преступников, потому что его сила проявляется, когда он хочет есть, ведь ты не ты, когда голоден. Чуть позже прибывает Фиджеральд, глава гильдии, именно он и назначил цену за поимку Ацуши. Фрэнсис пытается купить детективное агентство, но Фукудзао встречает его отказом. В итоге Люси из гильдии с помощью своей способности пытается переловить сотрудников агентства, в том числе и Ацуши, но он случайно ловит доктора Педа Мори, являющего к тому же главой мафии. В итоге Ацуши с остальными смогли ее переиграть и выбраться из ловушки. На этом первый сезон заканчивается. Пишите, на какие следующие аниме вы хотите видеть пересказ, а на этом все. Всех обнял, всем пока.